Здравствуйте, дорогие друзья! С вами снова я, Махараджа Александр, и моя драгоценная жена Арчена. Namaste. Многие уже хорошо знакомы с нами, но для тех, кто смотрит в первый раз, я в двух словах скажу, что Арчена – это ясновидящая из Индии, это древняя богиня, воплощенная ныне на земле. В наших выпусках мы рассказываем о самых важных событиях, которые происходят сейчас на планете. Арчена путем глубокой медитации с соединением высшим божественным истоком получает правду, истину, ответы на самые важнейшие вопросы, волнующие нас сейчас, и делится этим с вами. Сегодня главная наша тема, мы поговорим о настоящем и будущем Европейского Союза. Безусловно, Россия – это часть Европы, не Америки, не Азии, не уж тем более Африки, а именно Европы. Так исторически сложилось, мы находимся на одном континенте, и поэтому те процессы, которые происходят в Европе, те, которые происходят в России, они, безусловно, взаимосвязаны. И нам очень важно и очень интересно узнать, какое же будущее ждет Европейский Союз. Тенденций несколько. Есть одна тенденция на развал Европейского Союза, мы знаем об этом. Есть другая тенденция на его реформацию и дальнейшее развитие. Все это напрямую касается России и всего нашего континента. Итак, мы поговорим сегодня о Европейском Союзе. Арчена, what is the energy you see of Europe Union? I see a lot of energies here. It's not one. And it's really very interesting to see. Я вижу различную энергию здесь. Это не одна энергия, а различная, и это действительно очень интересно посмотреть. First of all, the major energy, what I'm picking up here is that the contract which has been made to bind all this country as European Union. Во-первых, то, что я вижу, что та основа объединения Европейского Союза, которая была. This energy which is binding all this country as one, this is just for the time being now, which means. Я вижу, что энергия, которая объединяла вместе всю Европу, это было вот именно на этот исторический промежуток времени. Which means this is just for the time being. It's not for the longer years. Это не навсегда, это вот на этот временной исторический период. And regarding the individual countries, I see. Если говорить о каждой стране в отдельности, the energies are representing a very difficult time for the personal growth for each of these countries. Энергия показывает, что для каждой страны сейчас время сложное для развития. As they are united, they feel very safe and secured to be united. Поскольку они объединены, то чувствуют так более сохранно себя. But inside, there is an internal conflict which is going on within each individual country. Но внутри идет много конфликтов. This is due to they cannot express their expression of freedom. Они не могут выразить свое желание, свою свободу. And they cannot realize in their own true path. И не могут реализовать свою правду. So I see in whatever creative project they want to move forward, I see they always have to take permission and have to wait for the longer time to get permissions, example. То есть любой проект, они должны долгое время ждать, чтобы реализовать какой-либо свой проект. So I see already in some countries there is some conflicts going on regarding this, and at the same time they feel like quite distable too. И я вижу, что идут конфликты из-за этого в отдельных странах, в разных странах, и это вызывает некую дестабилизацию. And I see for the future there is more high potential for these countries to separate. Я вижу, что в будущем большой потенциал у этого союза разъединиться. And also, as the individual countries, they're feeling very confused about their own personal purpose. И каждая страна чувствует
смущение от непонимания своей роли во всем этом. Это довольно странно сейчас слышать, потому что все-таки мы понимаем, что в Европе многим очень именно нравится то, что страны объединились, хотя, конечно, есть и те, кому это не нравится. И все-таки давайте уточним у Арчен, а что она видит в будущем, что это объединение сохраняется или оно распадается. In future, what you see? It will be still union, or it will be destruction of European Union? The energies are showing that the current energy for European Union, it is coming to an end of a cycle, which means it is completing a major cycle. Сейчас это завершается цикл. As a united countries, I see they are really trying very hard to keep the unity between all these countries. Я вижу, что силы действительно есть, которые очень стараются и стремятся сохранить этот союз. But at the same time also there is a very little effort. This is a very minor energy, which means there is not much of effort which they are projecting and which they are taking in the fact to really keep the countries as united. Но в то же время я вижу, что не так много каких-то существенных дел, которые могут сохранить этот союз вместе. What the energies are indicating is that to stay united for all of these countries, Я получаю информацию, знаете, что сохранить свой союз this is a lot of burden, this is a lot of stress, this is a lot это of очень тяжелый процесс, это очень стрессовый процесс. and at the same time some of these countries they are feeling like the main leader of the European Union, it's a kind of like they're feeling it's a oppressive control which is coming from the main country, which is trying to control all of the small countries. So I see there is a conflict which is already happened and it is going internally. Но я вижу, что основные страны, которые контролируют Европейский Союз, и более маленькие страны, между ними уже существует конфликт, который развивается. And potentially all these things will be leading, this is in the immediate future, this will be leading into a lot of stress and a lot of mental anguish. В потенциале я вижу, что ситуация будет развиваться по стрессовому сценарию. And it has a very high potential for all of these countries to go into this disunion, into disharmony. Многие страны будут чувствовать себя в дисгармонии и стремиться к разъединению. And from the outside world, it looks like it is all bind together, but internally there is a lot of struggle which is going on internally just to keep all them together. Ну, снаружи может казаться, что все стабильно, надежно, но внутри идут вот эти вот процессы разрушительные для этого союза. So also the energies are indicating that once this major energy comes to an completion, once this major energies when they serve their purpose, these countries eventually they have to go on their own path. Когда цель, которая нужна была многим странам, будет исчерпана для них пребывание в этом союзе, то они будут стремиться к разделению, к уходу из него. Безусловно, сложно сейчас поверить в настолько разрушительные процессы. Кажется, что то, что существует, оно навсегда. И вообще, как это все обернется для экономики Европы, для экономики мира. Вот, например, евро. Оно же сейчас стабильная, эта валюта, и что ждет евро? Давайте спросим Арчену. What's waiting for the currency of euro? What future you see for this currency? I see there is more chances for the euros to face crisis.
Я вижу, что евро столкнется с кризисом. So once this happens, there'll be a lot of deep wounds, there'll be a lot of deep failure. Однажды, когда это случится, обнаружится очень много глубоких ран, глубоких проблем у этой валюты. These changes and these crises, which are something which are beyond the ability to change. У этого кризиса он находится за теми пределами, когда можно повлиять на его изменения. And the energies are indicating this is the events which will be happening in the immediate future. This is И то событие, которое произойдет в будущем, this will be a karmic trench. это будет кармическое последствие. So what I see here is that they will be digging deeper and deeper into this karmic trench until they reach the rock bottoms. Падение в эту кармическую яму, оно будет продолжаться довольно долго, пока не достигнет самого дна с острыми камнями. Европейский Союз внутри это очень неоднородное образование. Есть страны, которые, по крайней мере, на данный момент финансово гораздо более устойчивые. Это прежде всего северные страны Европейского Союза, такие как Германия, Голландия, Дания, Швеция, ряд других. Но есть страны, которые по сути уже являются банкротами и выживают за счет дотаций от северных соседей. Это прежде всего Италия, это Испания и, конечно же, Греция, то есть юг Европейского Союза. Что ждет в будущем? Потому что ситуация, конечно, уже закипает, и что будет дальше именно с экономиками этих стран? What's waiting for economic of South Europe Union, like Italy, Spain, Greece? They already bankrupt, and now they live by investment from North. So what you see in the future? How to remove this knot? How to solve this problem? All these countries which you have mentioned, they're in a very, this energy is really very difficult. It's very, very hard and quite like a dark energy. Те страны, которые ты упомянул, они уже находятся в очень тяжелой энергии, если говорить о финансах. And there is a lot of mental and there is a lot of financial restrictions which has tied up these countries. Я вижу очень большое ограничение, накладываем на эти country с финансовой точки зрения. And these countries, they are currently in this energy where they feel like they have kind of like they have self-imposed in a self-jail. Я вижу, что эти страны, они как бы добровольно заключили себя в тюрьму финансовую. And these countries are severely stuck. I mean, the energy itself is so strong and it's very Я вижу, что эти страны, они такие основательно завязли. And due to there is a lack of freedom because the energies has tied up in all possible ways. Я вижу, что у них отсутствует свобода в каких-либо действиях, свершениях. There is a lot of energy of the sleepless nights because there is so many thinking, there is so much of energy of this overthinking. Я вижу, что энергия бессонницы присутствует, то есть очень много мыслей и не видно выхода из этой ситуации. And in the future, I don't see the way for them to get out of this energy because it's very major. И в будущем я не вижу каких-то проглядов из этой ситуации для этих стран, потому что энергия это очень основательная такая. And these countries in the future also they will be in this energy of this bankruptcy. И в будущем я вижу, что эти country, то есть эти страны, они именно находятся в банкротстве финансовом. So the guidance here for each of these countries is that they should see these endings as a portal.
Указание для этих стран в этой ситуации смотреть на эту ситуацию как некий портал. Portal for the new beginnings. Портал, который приведет к новому началу. And also the frequency of these countries, the South countries, they are on the brink of the new beginnings. Энергия указывает на то, что это приведет к новым изменениям. But before this new beginning happens, there will be a lot of anguish, there will be a lot of stress and overburden. Но пока это новое придет, придется пережить очень много тяжелых времен. And obviously they want to go back, they want to return, and they want to kind of like move away from this self-imposed jail energy. Я вижу, что у них большое желание покинуть эту воздвигнутую самостоятельно самим себе тюрьму. And also the energies, what I'm picking up here is there is a lot of self-blame energy which are coming from these countries. Также я вижу энергию больших самобичеваний в этой кантре, обвинений себя. And some of them, they are thinking that they have made these financial holes for themselves. И они думают, что это они сами для себя создали вот эти вот финансовые огромные дыры. And it's really like this. И это действительно так. С южными странами Европейского Союза понятно. Теперь узнаем, а что с северными. Ну, главным образом, конечно, что с основной страной Европейского Союза, с лидером Германией. Будет ли Германия и в будущем оставаться лидером Европейского Союза? If we see future, will Germany will be still a leader of European Union? What do you see about this? I see there is a major potential for blockage. Я вижу большой потенциал для блокировки For Germany, для Германии. for being in this state of leadership. This is for the future energy. Блокировки для Германии для того, чтобы быть в дальнейшем лидером Европейского Союза. And the reason for this, the main reason is due to Germany will be stepping away more and more from the status of being a financially stable country. И главная причина такой ситуации заключается в том, что Германия будет терять финансовую стабильность. I see there is a downfall in this. Я вижу падение в этом смысле Германии. And this event, which will be happening in the immediate future, this is something destined, this is something fated. И это событие, которое произойдет в Германии с финансами, оно предопределено, оно уже написано на небесах. And at the same time, I see there is a cosmic justice will be served here. Но я вижу космическую справедливость во всем этом происходящем. And this cosmic justice will be bringing equality and balance. Но это в конечном итоге приведет к стабильности, как ни странно. Что ж, сегодня мы услышали много очень новостей о Европе, и ни одной позитивной я пока и так и не услышал, но так же не бывает, правда, всегда жизнь состоит из черных, из светлых полос. Давайте узнаем у Арчену, а что светлого она видит для Европейского Союза. What you will see some positive news, what you can say for European Union? The events which I described, yes, these major things which are coming for the Europe, this itself, this is a very positive thing. Но Арчана говорит о том, что на самом деле то, что идет, то, что грядет для Европы, это на самом деле позитивно. Before any major events happens, Перед тем, как любое важное событие произойдет, and before the destruction of these old structures, this old paradigm, перед тем, как разрушатся старые парадигмы, more problems will be evident, more problems will be visible. больше проблем всегда приходит и случается. This is a very positive sign. Но на самом деле это очень позитивный знак. Because these major changes which will be coming up before
before any major events happens, more and more chaotic, more and more problems, more and more crises will be happening. This is a natural rhythm. Перед тем, как произойдет просветление, сначала происходит потемнение. То есть сначала все кризисы усиливаются до предела, все проблемы нагнетаются, безумие наступает. This is the rhythm of the nature. Но это ритм природный такой. So the overall thing is that the change itself is very positive, but it depends how people look at these things. Это зависит от того, как люди смотрят на процессы, потому что в конечном итоге это все равно приведет к улучшению всего. Что ж, сегодня много мы узнали интересного о Европейском Союзе, о настоящем и будущем. Мы узнали о том, что Европейский Союз в том виде, в котором он существует сейчас, в будущем существовать не будет, что многие страны покинут его, что каждый будет больше сам за себя, что ждут тяжелые финансовые испытания и даже катастрофы лидера Европейского Союза Германию, что ждут очень тяжелые времена банкротства Южную Европу, это Италия, Испания, Греция, что сейчас нарастают внутренние противоречия внутри Европейского Союза. Узнали мы также о том, что ждут непростые очень времена европейскую валюту евро. Давайте поблагодарим за обширную информацию сегодня Арчену. Спасибо, Арчена. Спасибо. Еще о очень многом интересном нам предстоит поговорить, поэтому, пожалуйста, подписывайтесь на наш канал и до встречи в наших следующих видео.